Если вы увлечены микрозеленью так, как я, то вы на правильном канале. Узнав всю ценность микрозелени, проростков и семян, теперь я готова делиться с вами. Сегодня я хочу рассказать вам о микрозелени подсолнечника, чем она полезна и как ее вырастить. Подсолнечник– цветок солнца. Этому растению поклонялись во многих странах, видя в нем воплощение силы солнца, даримой матушке Земле. Семечки– незаменимые спутники уличных посиделок, издавна любимы русским народом. И, как выяснилось, не напрасно. Оказывается, семена подсолнечника являются ценным источником растительного белка. Увы, жареные семечки– это мертвый продукт, в которых сохранились лишь некоторые питательные вещества. А вы знаете, что полезные свойства корней, листьев, соцветий и, конечно же, семян подсолнечника сравниваются с свойствами женьшеня, поэтому целители, травники нередко называют его русским женьшенем. Давайте попытаемся разобраться, почему. В 100 граммах семечек подсолнечника содержится 310 миллиграммов магния, то есть раз больше, чем, например, в ржаном хлебе. Белки семян подсолнечника имеют почти все незаменимые аминокислоты. Чтобы вырастить один цветок подсолнуха, потребуется около 100 дней. Сегодня я хочу рассказать вам, как можно ускорить этот процесс, прорастив микрозелень подсолнечника у себя дома. Ростки подсолнечника– это маленькое солнце большой силы. Доказано, что микрозелень подсолнечника лидирует среди других растительных источников витамина Е и D. В больших количествах в нем присутствуют кальций, магний, цинк и железо. Микрозелень подсолнечника нормализует состояние желудочно-кишечного тракта. Ее даже можно вводить в детское питание. Она улучшает способность концентрации внимания, повышает работоспособность, регулирует функцию нервной системы. А теперь самое интересное. Давайте попробуем вместе прорастить семена подсолнечника. Если вы хотите, чтобы выросла яркая, аппетитная микрозелень, очень важно взять мелкие черные сырые семечки. Если же вы возьмете крупные семечки, микрозелень вырастет не такая нежная и сочная. Семечки подсолнечника очень любят влагу, и мы их замачиваем на сутки. Воду я использую после фильтра. Если вы используете простую воду из-под крана и в ней присутствует хлор, то лучше дать ей отстояться какое-то время. Прошли сутки. Семечки подсолнечника увеличились вдвое. Мы их сейчас промоем и поставим на проращивание. Промываем. Сразу можно смотреть. Все лишнее ненужное тоже убирать. На хорошо смоченный джутовый коврик мы выкладываем наши семечки. И аккуратненько щеточкой для теста по всему коврику мы разложим наши семечки. Сразу после посадки лотки с семенами вообще не нуждаются в свете ни в естественном, ни в искусственном. И так начинается период затемнения. В природе или на огороде после высеивания семян мы интуитивно присыпаем их землей. Это позволяет создать условия внешней среды, приближенные к естественным, природным, когда семена прорастают в открытом грунте. Для чего нужен период затемнения? Для того, чтобы семена быстрее проклюнулись, и испарение влаги с поверхности в закрытом контейнере без попадания солнечных лучей происходит медленнее. А зачем же нужен груз? Вес удерживает затемняющий материал на лотках. Он помогает поддерживать постоянный контакт семян с влажным посадочным материалом. Вес заставляет крошечный проросток микрозелени лучше закрепиться на подножке, в результате чего растение становится более сильным и лучше укореняется. Я же использую просто килограмм риса. Второй день.
Ну что ж, давайте посмотрим наши результаты и проверим, как чувствуют себя семена нашего подсолнечника. Выбираем наш груз и... результаты тоже нас радуют. Видите, подсолнух потихонечку, семечки подсолнуха потихонечку стали проклевываться. Сейчас побрызгаем. Вот. Они очень хорошо выглядят. Это второй день. Они у нас лежат на субстрате, на коврике. Носики вылезли. На носик, курносики. Это наш подсолнух. Какой день? Третий где-то. Вот так вырос наш подсолнух. Красота. Вот наши семена подсолнуха, они проросли. И вот интересно, можно посмотреть, что там, где листики раскрылись, шелуха находится, уже упала. То есть сам лист сам себя очистил. Видите, вот два листочка. Это уже микрозелень готовая. Вот еще не раскрылись, но, видите, шелухи уже нету. То есть чистить специально не надо. Постепенно листочки сами себя почистят. Тут еще день-два, и вот эта шелуха упадет. Вот, видите, как наш подсолнух выглядит. И вот, посмотрите, какие уже корни подсолнух пустил. Сейчас мы это... Ой, запах какой! Сразу пахнут свежими семечками. Вот такой подсолнух у нас потихонечку растет. Ну, только что видели, сама шелуха упала. Я хочу, чтобы вы обязательно обратили внимание, какой белый стебель у моих ростков. И вы видите, и коврик у меня не образовалось никакой плесени, никаких потемнений. Я не использовала никаких удобрений, только правильно выращивала микрозелень. А теперь самое приятное в проращивании микрозелени – сбор урожая. Вот я себе возьму побольше. И вы знаете, когда ее кушаешь, во рту такой невероятный хруст. Очень приятно. И кроме всего, такой вкус, как будто ты кушаешь семечки, но не просто семечки, которые там пожаренные, или семечки, которые куплены были когда-то у бабушки. Именно вкус семечек, вкус детства. Вкус свежих семечек, только-только вы, как будто вы их выковырили из подсолнуха. Как будто бы только семечки, которые взяты прямо с поля. Мне очень хотелось что-то приготовить из микрозелени подсолнечника, но она у нас просто не дожила ни до салата, ни до песто. Надеюсь, что это видео вам понравилось и оказалось для вас полезно. Обязательно подпишитесь на наш канал и не забудьте поставить лайк под этим видео, а я буду продолжать делиться с вами своей любовью к микрозелени.